Всем огромный привет, дамы и господа! Сегодня у нас на рабочем столе вот такой вот ноутбук. Как видим, у него вот такой вот очень интересный рисунок. Это у нас не что иное, как Razer Blade RZ09 01161E 32. Вот такая вот моделька. Ну и давайте посмотрим, что с ней не так. Ну, во-первых, посмотрим на ее состояние. Как видим, что состояние далеко не самое лучшее. Ну и самое главное, нас интересует поведение. Подключил я к лабораторнику и видим у нас какой-то 1,2 миллиампера. Так, ну и давайте нажимать на кнопку. Нажимая, и видим, что потребление у нас никак не меняется. То есть реакции на кнопку абсолютно nothing. Так, ну давайте я снял уже заднюю крышку. Кстати, она чуть не выскочила. И давайте я вам покажу, по какой причине она чуть у нас не вылетела. И видим, что аккумулятор у нас немножечко беременный. Ну, как ему сделать правильные роды, я расскажу чуть позже. А пока давайте обратимся к плате. Ну, видим, что тут у нас залежи многовековой пыли. Аппарат не чистился долгое время. Ну и, собственно, плата, соответственно, тоже довольно-таки редкая. Betty, нижнее подчеркивание, R2MB, MPV4.1. Да, ну, понятно, что на этот аппарат нету ни BoardView, ни схемы, естественно, но благо, что есть BIOS. Ну что ж, я, в принципе, некоторые замеры уже сделал. В общем-то, по USB короткого нету, по флешке короткого нету. Ну, нужно теперь снимать плату и делать замеры на дросселях и вторичных всех питаниях. Так, ну что ж, видим, на обратной стороне платы у нас стрельнул вот этот вот керамический конденсатор, я его уже убрал. Ну, в принципе, тут сейчас килоомы, проблем нету в этой линии, но есть другая проблема, давайте ее сейчас посмотрим. И видим, вот у нас цепочка, это у нас два входящих ключа, вот они. Вот это первый ключ, это у нас второй, но это только измеряющий резистор. Вот это у нас первый входящий MOSFET, это у нас второй входящий MOSFET. Сейчас у нас в режиме сопротивления мультиметр. Ну и давайте посмотрим, сколько у нас на выходе входящего MOSFET. Ну, видим, это у нас только измеряющий резистор. Давайте посмотрим. Тут у нас, ну, грубо говоря, мегаом. То есть короткого у нас на выходе нету. Давайте посмотрим, что у нас на сорсе второго. Тут тоже, в принципе, ну и что у нас на дрейне первого. Видим, у нас тут тоже килоом. Так, ну ладно, в общем, короткого у нас по B+ нет. Да, давайте теперь посмотрим, что у нас на вот этих вот транзисторах происходит между дрейном и соурсом. Это у нас второй, как помним. Видим, тут у нас килоомы. То есть все в порядке. Второй у нас не пробит. А теперь давайте посмотрим, что на первом. А вот на первом видим у нас полное КЗ. Так, становимся на затвор. Ну и видим, что на затворе у нас тоже полнейшее КЗ. То есть у нас первый входящий MOSFET приказал долго жить. А почему приказал? Потому что у нас произошло короткое по керамике. Естественно, ток у нас на этом транзисторе повысился. Ну, как и, впрочем, по всей цепи B+. Ну и первый входящий у нас не выдержал такого издевательства над собой. Поэтому сейчас его будем выпаивать. Ну, в принципе, тут и видно вот потемнение на текстолите, на подложке. Тут, в общем-то, и сам транзистор, как видим, потемнел. Поэтому, собственно, MOSFET под замену. Итак, наш MOSFET называется 6508. Ну, видим, N-канальный у нас MOSFET. И ток у нас 32 ампера. Постоянный, допустимый. Так, ну и нашел я вот такой вот MOSFET у себя на доноре, на десктопной плате. Видим его название Sierra88DP. Ну, как видим, на нем написано RA88. Ну и видим, что у него ток уже 45,5 ампер. То есть импульсный у него 100 ампер, а постоянный 45,5. То есть у нас по амперажу замененный MOSFET даже лучше, чем тот, который стоял на плате. Наш транзистор заменен. Давайте посмотрим, что у нас на лабораторном блоке питания. И как видим, у нас тут потребление несколько увеличилось. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут на выходе, на токоизмеряющем резисторе. Так, ну и видим, тут у нас 20 вольт. Вот я встал
на токоизмеряющий резистор. То есть 20 вольт у нас сейчас на плату проходит. Все в порядке. Давайте посмотрим, что у нас на затворе. Ну, как помним, затвор у нас общий, 25,8, ну, грубо говоря, 26 вольт у нас на затворах присутствует. Что, собственно, для N-канальных транзисторов и нужно для того, чтобы они открылись. То есть плата у нас, в принципе, 19 вольт сейчас на B+ подает. Ну и давайте посмотрим, реагирует ли она у нас на кнопку теперь. Переворачиваю я ее. Вот она, наша кнопочка. Нажимаю. Так, ну и сразу внимание на лабораторник. Видим, у нас потребление весело запрыгало. Потребление пошло, все в порядке. Так, ну давайте я теперь покажу, как нужно правильно принимать роды у нашей беременной батарейки. Мы можем отклеить вот эту вот пленку. Ну и где-то примерно в середине вот этой вот второго кожуха от самого непосредственно аккумулятора мы протыкаем, ну, иголочкой. Чем тоньше, тем лучше, но нужно обязательно под углом. Где-то вот чем больше угол, тем лучше. И вот так вот все проткнули. И нам большая дырка тут не нужна. Просто выдавливаем весь воздух отсюда, который тут у нас есть, и через эту дырку он прекрасно у нас выйдет. Вот, в принципе, и все. Воздух у нас вышел, и очень тщательно опять назад все это дело заклеиваем. Батарею-то я саму привел в надлежащий вид. Как видим, она заметно похудела, но тем не менее батарея у нас не рабочая. Как это проверить, что не рабочая именно батарея, а не система заряда? Ну, вот у нас есть токовый датчик на зарядку нашего аккумулятора. Ну и давайте посмотрим, сколько тут напряжения на нем при подключенной батарее. И, как видим, отключенный у нас лабораторный блок питания. То есть у нас 19 вольт сейчас на плате нет. Ну и видим, что на токовом датчике у нас заряд аккумулятора полный 0. Теперь давайте подключать лабораторный блок питания, то есть 19 вольт сейчас на плату у нас поступило. Ну и давайте посмотрим на батарее. У нас написано DC 11,1 вольт, то есть порядка 12 вольт у нас должна быть зарядка. То есть если на этом токовом датчике у нас будет 12 вольт, то соответственно зарядкой у нас, системой зарядки у нас все в порядке. Ну и да, и видим, грубо говоря, 12,6 вольт у нас на токовом датчике есть, то есть у нас зарядка сама идет, то есть плата у нас напряжение на аккумулятор дает, но аккумулятор у нас это самое напряжение, этот ток он просто не берет, потому что потребление у нас, как видим, всего 14 миллиампер. То есть аккумулятор под замену, ну а во всем остальном, в принципе, проблем нет. Эй, Реджибася, Автобася, ты уже тут как тут, а? Куда ты хочешь? Тоже ремонтом заниматься, а? Как же без тебя ремонт тут делают ноутбук? Ай-яй-яй, безобразие. Ну давай, заходи на свое рабочее место. Да, как видим, уже ноутбук собран полностью. Давайте посмотрим, реакция на кнопку есть или нет. Ну, видим сразу потребление у нас до 2 ампер с лишним скачет. Картинка у нас есть. Ну и Windows у нас загружается. Как видим, приветственный экран. Видим, звук у нас есть, Wi-Fi есть. Ну и в принципе, в общем-то, в остальном, я думаю, что с ноутбуком проблем никаких не должно быть. Ну а на этом, собственно, ремонт закончен. Всем, кому понравилось, ставим жирный лайк, кому нет тоже. Всем пока-пока. До новых встреч.